Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро-прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится или произойдет до конца года? Давайте с вами узнаем. Поистине судьбоносный месяц ноябрь будет богат на перемены. Ну и мы, приближаясь к концу года, подводим итоги, строим планы на будущее. Что изменит вас? А что измените вы? Может быть, как изменится ваша жизнь? Или какие решения вам придется принимать в ноябре? И у нас сегодня две колоды карт, как обычно, по традиции у нас карты пасьянса, на которых мы узнаем, какие события вас поставят на порог важных решений или просто события, которые идут на ваш порог, но это вы от этого оттолкнетесь. И, может быть, до конца года продолжите какую-то свою стратегию и тактику, или в целом, что из событий будет оказывать влияние на вашу жизнь, и мы можем сказать, что это будет для вас актуально до конца года. И, конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю. Любой прогноз — это не более чем один из тысячи альтернативных вариантов. Рассмотреть определенно стоит. Мы чего-то явно пока не видим. Но и делать скидку на то, что хоть и знак зодиака объединяет, а все же, согласитесь, мы все разные. Но я думаю, что вы-то как раз, мои дорогие любимые скорпионы, это правда. Вы более чем реалисты. Итак, давайте будем смотреть, что же там за события пытаются прийти на ваш порог. Пытаются, пока смотрим. А я вижу для вас до второй половины, но даже нет, с продолжением, потому что Юпитер в раке. Рак, как и водная стихия. И Юпитер — это планета как раз, ну, хоть и называют большого счастья, но так, если он все расширяет, тем не менее, какие-то добрые энергии помогает Юпитер всем знакам зодиака стихии воды. Но потом там иные планетарные транзиты во второй половине 26-го года подключаются, когда у вас есть возможность какую-то свою финансовую стратегию, тактику пересмотреть. Вот правда, более продолжительный какой-то жизненный этап, когда больше будет получаться или будет больше возможностей. Тут прям судьба, не случайно сказала, судьбоносное что-то. Крест — это именно про судьбу. Но, наверное, не все или все, что происходит, это не случайно. Поэтому мы можем думать, что нет, это нам показалось. Ну вот не все мы можем рассматривать с позиции «показалось», потому что когда выпадает это значение, это, знаете, как закон кармы работает, причина и следствие. И я тут думаю, что тут не столько новое что-то, сколько хорошо знакомое старое может что-то возвращаться. Вам как по судьбе исполнение желания идет. И в нашем пасьянсе по исполнению желаний тут несколько значений. И вот именно корабль — один из символов Меркурия. Кстати, может для кого-то из вас поездки, переезды, или это вы задумаете какой-то переезд, но все же это исполнение желаний. По крайней мере, так прописано в этом пасьянсе. Но у вас еще и, смотрите, крест, мы сказали, карма, судьба и спокойное течение жизни. Может быть, и вы и будете какие-то решения принимать, но это не потребует от вас, знаете, как выложиться по максимуму. Гости, смотрите, может быть, это какие-то важные встречи, важные согласования, но больше это говорят именно о гостях, когда есть повод, именно повод, что-то такое доброе, хорошее. Молния у вас совпадает, это неожиданное известие. Неожиданное может быть решение, неожиданно для вас самих, или какие-то предпосылки будут складываться, а рядом у нас подкова. Семейное счастье, мои дорогие. У вас еще совпадает нож. Нож — это ссора. Ну, может быть, избегать конфронтации, хотя, кто знает, вы уже можете как дойти, вот есть такая фраза, дойти до последней точки кипения. Может быть, вы и уже ранее предполагали, что есть какая-то персона, которой, ну, или палки в колеса вставляет, или вы не можете кому-то доверять. Тут ведь смотря чем это будет вызвано или кем.
Можете быть и вы сами, как будто что-то надоело, и мы хотим разобраться. Но все-таки эта карта не говорит нам о том, что вот мы прямо так вот пытаемся все выяснить и свести уже, ну, какой-то нейтральной позиции. Тут лучше самому, словно отступить в тень и занять нейтралитет. Как известно, любой мир хуже доброй ссоры. И, наверное, когда по судьбе, может быть, для того, чтобы избегать где-то вот этой конфронтации, может быть, даже по тем вопросам, которые не столь существенны. Посмотрите, как радость, все-таки гости, да, мы говорим, исполнение желаний, спокойное течение жизни. Хотя кто опять же, ведает, мои дорогие, иногда это может быть вот это спокойное течение жизни для кого-то из вас, как я уже заскучал, драйва хочется, и кто знает, иногда вот это желание перемен или чтобы что-то изменилось, в нас активирует невидимую силу, которая, ну, и порой и складывает какие-то ненужные конфронтации. Поэтому у каждого тут по-своему, но если есть такая тенденция, мы можем этого избежать, если так хладнокровно смотрим на вещи, на то, что происходит, потому как добрые энергии пытаются буквально войти в вашу жизнь. А вы знаете, тут вот еще есть одна такая подсказка. Кто-то из вас, ну понятно, не все, потому что мы все разные, кто-то из вас простится с одиночеством, кто-то решится на важный шаг создать семью. Или если прежде вы встречались, и это были только встречи, здесь вы можете надумать проживать вместе. Вот у кого-то именно этот вариант совпадет. И смотрю, что еще у вас совпало, потому что мы можем соединить карты в крайних рядах, как по горизонтали, так и по вертикали. Но, откровенно говоря, я не вижу совпадений. Поэтому давайте пойдем с вами дальше. И что прояснится? Зададим 3 важных вопроса. Что прояснится? Что уйдет или что вы завершите, возможно, сами? И что будет дальше? Что будет нового? Или что вы надумаете продолжать? Ну, первая карта. Что прояснится для скорпионов до конца года? Какие вопросы будут прояснены? Или, может быть, в каких сферах жизни? Какое-то важное решение примите. Что уйдет? Или вы завершите, как я говорила, может быть, доведете что-то как до точки, да, до ума, вот говорят, довести до ума. И уже после этого так вот это забыть можно, да, или скинуть груз забот, вот что-то такое. А может быть, вы от чего-то откажетесь. И что будет дальше, что будет нового? Давайте узнаем, что ж там прояснится. Вот какая-то ситуация, по которой были, скорее всего, большие разочарования. Может быть, это у нас чаша, у кого-то прежде личная жизнь не складывалась, почему нет? И мы где-то подзастряли, потому что мы все время, даже если нас жизнь сводит с другими людьми, а мы все равно вспоминаем какую-то прежнюю ситуацию, и по этой ситуации явно было какое-то фиаско. Неважно тут, что явилось первопричиной, вы или ваш партнер, или вообще третьи лица, такое ведь тоже бывает. Но явно у нас сожаление было. Может быть, это даже какая-то тема по работе, мои дорогие, но вы ее воспринимали, или, может быть, еще воспринимаете на начало ноября, ну так болезненно, или она вас не отпустила. Это та мысль, которая нет-нет, да в голову возвращается. И ведь по пятерке чаш нам предлагают буквально, может быть, выпустить свои на волю эмоции, выплакать горе имеется в виду. Может быть, и были те разочарования, которые связаны с обстоятельствами вашей жизни, когда вы чего-то не могли изменить. Ну, тогда карта будет говорить, с одной стороны, если ты позволишь нахлынуть этим эмоциям, точно так же они и как будто растворятся. Как жизнь, как волна морская, приливы и отливы. Позволь вот эти эмоции словно вылить, да, вот в этот бесконечный какой-то бездонный колодец, омут. И девушка наша протянула ножку, перевернула эту чашу, где вот именно какая-то муть, мои дорогие, или разочарование. И вот сейчас все это скроется на глубине, а самое ценное рядом с ней. А если эту карту я часто привожу
цитату Клаудио Пинейро: «Над разбитой чашкой уже не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол». Ну, может быть, это вы узнаете какую-то, если мы спросили, что прояснится, может быть, и тайну вы какую-то узнаете, да? Вы долгое время, смотря с чем это связано, поэтому пусть не у всех, но у кого-то вы переживали, допустим, по отношению к вам было, ну, как-то не очень красиво. Либо человек проявился, либо, может быть, это и касалось работы. И вы долгое время анализировали, ну, почему так сложилось. Вот тогда вы, скорее всего, поймете, тут прояснится именно какая-то застарелая ситуация, по которой у вас и были вот эти, как внутренние сомнения или ненужная философия на мелком месте. Правда. Вы как будто, знаете, как собственный дзен сохраняете. Вас вообще тут будет сложно вывести на эмоции, потому что какой-то рациональный взгляд на вещи. Ведь эта карта в колоде единственная, когда, или как у мага, да, король кубков, именно задумка карты такова, что он умеет правильно распределять, где нужны эмоции, а где нужен рациональный расчет. Или подсчет, математический. Все-таки всегда король кубков, какую колоду бы вы ни взяли, он всегда словно сидит на какой-то твердой местности или на камне, там, ну, поверхность все равно твердая, он на что-то опирается. То есть король кубков так или иначе опирается на материализм. И если мы говорим вопросы чувств, он не такой, знаете, как сухарь в плане душевных э, изъявлений или умения дарить любовь. Нет, король кубков умеет и принимать, и дарить любовь. Но тогда вот эти чувства он не добавляет в те вопросы, которые требуют холодной головы. Ну и наоборот, вопросы чувств он не добавляет какую-то сухую прагматику. И поэтому чувства он способен, знаете, в полной мере, как и ощущать, и дарить это партнеру. Ведь часто это именно партнерская карта супругов или тех людей, с которыми мы проживаем. Может быть, прежняя какая-то история была со знаком минус, и может быть, это совершенно новая какая-то история, мои дорогие. Или пусть это касается людей семейных даже, да, то тут мы можем вдохнуть это точно в свои отношения, уже сложившиеся. Может быть, на какое-то время мы забыли, что мы когда-то любили друг друга, были чувства, были бабочки в животе, было желание быть нашим партнером, и он нам казался совершенно особенным. А потом мы стали мужем и женой, мамой и папой. Ну, вот такое вот, от чего мы никуда не уходим. Но даже под увядшие отношения возвращается любовь. Что прояснится? Какая-то любовная история, мои дорогие. У вас точно прояснится. Причем я тут вижу, вы будете счастливы. И планетарно это тоже до конца 2025. Да, мои дорогие. Это ваше время. Особенно ноябрь. Ноябрь вообще ваш месяц. Не случайно, посмотрите, выпадает карта «Сила». Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть олицетворение той женщины, с которой хочется быть рядом, которая обладает, как в отношении вас, каким-то особым магнетизмом, которая вам интересна. И она интересна не только в плане чувственном, физиологическом. Она интересна как человек, интересна как ход ее мыслей, чем она занимается, как она вообще видит стратегию своей жизни. Здесь по этой карте идет и критическое мышление тоже. Ну вот, наверное, есть все же те вопросы, которые нужно решать без чувств. Но все же эта карта, знаете, как высшая октава дипломатии. Потому что договариваться придется, может быть, решать какие-то темы. Мои дорогие девочки, это карта женской силы. Это вы как-то очень рационально будете подходить к выбору либо партнерских отношений, либо уже сложившихся. Тут тоже как-то очень правильно расставлять все по местам. Может быть, это король где-то чаш говорит, что это вы будете вот в таких более мужских энергиях, где придется переключаться. И чувства, но это одна как бы стезя, а есть еще те проблемы на злобу дня, которые нужно решать холодной головой. Вот что-то подобное. И у вас все получится. Мои дорогие девочки, вы тут сильны. Ничего не могу сказать. И очень притягательны для противоположного пола. Это тоже. Итак, а что же там у нас уйдет? Ну, знаете, по рыцарю чаш. Ну, вот мы только что с вами говорили, да, есть вопросы, где
эмоции, они нам просто мешают. По рыцарю чаш хорошее настроение, добрые эмоции, но, может быть, эта карта говорит, что где-то будет вот такое переменчивое настроение, но оно и, видимо, где-то сопряжено с теми вопросами, которые вам все-таки придется решать. Явно тут есть что-то, что потребует конкретики. Ну, на чувствах мы далеко не уедем, а тут у вас судьбоносный период. Хотя точно так же я могу сказать, что кто-то пересмотрит, что уйдет. Может быть, недавние какие-то знакомства. Ну, или ряд знакомств, которые, когда вы знали уже какое-то время человека, а эти знакомства не продвигались. Вы можете тоже завершить. По рыцарю чаш это у нас всегда. Вроде бы что-то радовало, может быть, даже что-то, ну, как бы обещало продолжение, но не случилось. Вот от чего-то такого малозначимого вы будете уходить сами. Что уйдет? Вот по этой карте рыцарь мечей. Вы действительно сами можете от кого-то уйти. Но мы все разные, поэтому перекладывайте, мои дорогие скорпионы, на ваши жизненные реалии все эти карты. Я знаю, что вы люди очень проницательные и непроницаемые, кстати. Это хорошо. Но и обладаете прекрасной интуицией. Это карта правды, когда мы ищем правду, и мы ее находим. Правда тут может появиться какая-то информация, которая вот то, почему мы переживали, вдруг проясняет. И, может быть, вы думали о ком-то лучше, чем есть, а тут вы поставите точку. Но я точно так же должна сказать, что у вас как бы придет и уйдет. Будет такая для кого-то лазеечка. Ну, может быть, это даже его величество случай, который будет связан с человеком, которого либо вы случайно встретите, либо он случайно как-то с вами выйдет на контакт. Вот, кстати, гости. Это как-то будет происходить незапланированно, как минимум. И от той информации, которую вы услышите, вы тут тоже что-то будете менять. Но самое главное, есть возможность по закону, будем говорить, потому что все-таки мечи, рационализм, вот как раз какие-то правильные выводы и действия. Вы тут сами можете узнать какую-то правду или как решить какую-то тему или поставленную задачу. И если, может быть, прежде даже вы думали решиться само, вот свести к какому-то прекрасному итогу, причем вы это не планировали, а вам возможность дает, как Вселенная, быстро что-то завершить и больше об этом не вспоминать. Ну, и, по крайней мере, уже решить тот вопрос, когда вы, может быть, потребуется от вас уделить этому внимание. Но в конечном-то итоге есть возможность это именно сделать как по правде или в каком-то законном порядке. Да это точно. Вот тут есть какая-то неожиданная возможность. Восьмерка жезлов– это как 1000 дорог сходятся в одной точке. В некоторых колодах это карта трансформации. Но это всегда скорых, неожиданных либо перемен, либо получение какого-то пакета, документа, бумаги, сообщения, может быть, даже звонка. Давайте так уже в нашу цифровую эпоху тут могут быть разные совершенно получения известий или какой-то корреспонденции. Или пусть вы получаете какое-то сообщение даже, да? И вот так внезапно вам нужно куда-то собраться, подпоясаться, отправиться, и при этом не терять времени. И в конечном итоге, может быть, вот этот рыцарь чаш будет означать, что вы-то останетесь довольным, вы подведете это к итогу, и вы даже можете об этом забыть, и причем, может быть, потом вы вспомните, но даже какая-то застарелая проблема, о которой вам кому-то, например, пусть не всем, даже не хотелось думать, потому что это был какой-то запутанный многоугольник. А тут вот это раз как-то, и все это и раскроется, и решится, или подпишется, согласуется, и для вас как старт во что-то новое. И настолько вот этот вот, наверное, переход из прошлого в будущее будет быстрый, что вы не заметите, как преодолеете какой-то барьер. Вот я о чем. Ладно, а что ж нового, что будет дальше? Сохранение. Может быть и пауза. Контроль, кстати, по этой карте. Карта жадиная. Что будет дальше? Но, видимо, есть что вам сохранять. Как и по отношениям, так и
По части дома есть какие-то планы, так и материальный какой-то аспект, деньги буквально сохранять. Что будет дальше? Что нового идет в вашу жизнь? Победа. Каким-то образом это может быть вот все то, что я только что сказала. Здесь может быть Его Величество случай или какая-то новость, которая даст новый старт какому-то новому проекту или вашему решению. Сложно, мои дорогие скорпионы, трактовать, но как будто, вот смотрите, давайте итог подведем точнее. Четверка пентаклей, мы вроде как что-то сохраняем, или мы продолжаем в том же духе. А вот на вам выпадает шестерка жезлов, и 6 по нумерологии это всегда победа, и это карта победителя. Но вот тут нам не показали, как бы, если уже мы про нумерологию, от 1 до 6, да? То есть, ну, предполагается, что мы проходим какой-то путь. Поэтому у вас какое-то быстрое прохождение вот этого пути или решение какого-то вопроса. Причем не потому, что вы это ускоряете, а потому что это как-то вот у вас удачно могут сложиться события, когда путем меньшей активности или когда путем даже сохранения у вас получается, что ресурсов больше, возможностей больше, побед вот этих самых, согласований, каких-то важных контактов тоже больше. И, может быть, если мы позволим судьбе вести нас, да, или пройти путем вот именно той судьбы, которая перед нами раскроет определенные двери. Может быть, на чем-то мы и не будем настаивать, если в этот момент, в этот период у нас не получается что-то осуществить, мы быстро переключимся на что-то другое. И главное, вот оно того стоит, потому что именно здесь Его Величество случай, все же 2 карты об этом говорят, даже 3, с учетом рыцаря мечей, это всегда есть элемент внезапности. Причем, вы знаете, тут ведь что-то может так быть, как начинается что-то не очень хорошо, потому что иногда по этой карте идет бунтарь без причины. А в итоге все кончится совершенно не тем образом, а более благополучно, а вы этого даже себе не могли представить. Вот я такую метаморфозу запросто могу предположить. Вы могли думать, как я уже говорила, что какое-то дело, ну, дело гиблое, будем говорить, или что это, ой, сейчас затянется, или боюсь к этому приступать, потому что это отнимет и много и сил, и времени, и средств, и так далее. А тут вот правда получается какой-то удобный момент или не случайная случайность, или какой-то как пункт, этап жизни, когда либо нужных людей вы встречаете, либо нужную информацию получаете, либо как врата тоже, как двери нужные открываются. Будьте внимательны, посмотрите, какие у вас замечательные карты. Тут и любимым, и счастливым, и дипломатом, и силы свои, ведь эта карта еще и бодрости, и буквально физических сил, так и буквально победу получить возможность есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.